Привет, это Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам об отличном объективе, которым должен обладать каждый, кто имеет камеру на системе Micro 4 третьих. Это Olympus 45 мм f1.8. Как всем известно, на дважды кропе довольно сложно получить хорошее размытие заднего плана, так называемое боке. Я, конечно, в свою очередь бокедрочером не являюсь, очень долго использовал кропнутые камеры и, в принципе, был ими максимально доволен. Потому что для меня интереснее выстроить то, что будет происходить на заднем плане заранее, продумать кадр, выстроить всю композицию заранее, а не снимать посреди помойки какой-то и просто пытаться ее замылить, как будто просто тебе там в глаза закапали, и ты ни хера не видишь. Но, конечно же, бывают такие ситуации, при которых нужно размыть задний план и выделить главный объект съемки. В системе Micro 4 третьих, на мой взгляд, наилучшее стекло в плане качества размытия и красоты его — это 75 мм f1.8 от того же Olympus, но у него есть два существенных недостатка. Оно имеет не очень удобное фокусное расстояние, потому что на дважды кропе нужно, соответственно, умножить в 2 раза фокусное расстояние, а 75 мм получается это в эквиваленте 150 мм. И если ты снимаешь на улице, это еще куда ни шло, конечно, ты далеко достаточно должен постоянно отбегать от модели, но если ты снимаешь в студии, а если она еще и небольшая какая-нибудь, то частенько может случиться так, что ты будешь, отходя от модели назад, чтобы сделать чуть более общий план, просто упрешься спиной в стену. А второй существенный недостаток — это то, что объектив при его довольно высокой цене и, конечно же, хорошем качестве исполнения, но все же он не пылевлагозащищенный, что сильно ограничивает его использование в каких-то трудных погодных условиях. Более привычные и удобные для портретной съемки объективы — это Olympus 45 f1.2 Pro и 42,5 Pano-Leica, потому что Leica делала оптическую схему для того объектива, но выпускается она, конечно же, под брендом Panasonic и для их камер. Хоть и на ней написано все равно там шильдик Leica есть, но сама Leica этого не производит. В пересчете на полнокадровый эквивалент получается у Olympus 90 мм, а у Panasonic 85 соответственно. Это типичные фокусные расстояния для нормального человеческого портрета, при котором не искажаются черты и получается красивое размытие. Конечно же, эти объективы прекрасны, они выполнены просто великолепно, пылевлагозащищены, металлический конструктив у них, никаких хроматических аберраций, супер резкость, красивейшее боке, но есть большой тоже недостаток. У них огромная цена. Тяжеловато переступить некую психологическую такую черту и купить себе очень дорогой, практически за 100 тысяч объектив на Micro 4 третьих, когда ты хочешь маленькие стекла не особо дорогие иметь, а они и большие, и дорогие. И вот как раз для тех, кто не хотел бы в технику вкладывать огромное количество средств, существует такой объектив, как 45 f1.8 от Olympus. Ну, есть еще, конечно, у Panasonic 42,5 f1.7, но тот крайне паршивый по оптическим характеристикам и мне просто не нравится. Когда я активно снимал на флагманские камеры Olympus, OMD EM1, первая модель и Mark II тоже, я, естественно, использовал всегда про-стекла в повседневных съемках, но для портретиков конкретно брал всегда с собой 45 1.8, потому что, во-первых, у него небольшой размер, он размерами примерно как коробочек спичек типичный и весит всего 90 грамм. Да, этот малыш, конечно, пластиковый, но это довольно крепкий пластик, хороший, качественный. У него металлическое крепление байонетное, ну и достаточно небольшой диаметр светофильтра, всего лишь 37 мм. Бленда в комплекте с ним не идет, ее нужно покупать отдельно, и казалось бы, Olympus зажопился, но на самом деле он практически не ловит бликов, и в контровом свете, прямо в очень тяжелом контровом свете,
не сильно теряет контрастность. Он, конечно, ее теряет, но не так, чтобы критично. А иногда это даже выглядит достаточно художественно в некоторых ситуациях. Резкость у объектива крайне высокая. Конечно, это не 75 мм, но тот я считаю вообще самым резким в системе. Но по этой характеристике 45-ка приближается к самому топовому стеклу. Размытие фона достаточно приятное, чисто технически выглядит очень хорошо. У него нет двоений, каких-то искажений серьезных, как это бывает у дешевой какой-нибудь китайской оптики. На открытой диафрагме по углам кадра не появляется никакой чешуи. Кружочки в боке красивые и аккуратные. Конечно, их края не растушеваны, как у Pro стекол, но все равно они просто хорошо выглядят. На открытой дырке довольно высокая вероятность словить фиолетовую кайму, и даже, в принципе, циановую на некоторых объектах высококонтрастных можно словить. Но если прикрыть диафрагму до f2 или f2.2, хроматические аберрации практически полностью исчезают. С f2.8 их практически вообще нет. На f5.6 они полностью отсутствуют. Ну, правда, портрет на f5.6 вряд ли кто-то будет снимать. У объектива, к тому же, абсолютно беззвучный моторчик фокусировки, который фокусируется мгновенно и никак не шебуршит. Конечно же, у этого объектива есть пара существенных недостатков. Например, он не влагозащищенный, сделан из пластика. Да, его не получится использовать в каких-то тяжелых погодных условиях, во время дождя или там снега. Все-таки он такой немножко тепличный. Конечно, пластик из-за того, что в конструктиве используется, его можно сломать легко, если неосторожно использовать. Ну, я бережный пользователь, у меня таких проблем не было с объективом. Но при этих недостатках у него, конечно же, имеются огромные плюсы. Он довольно маленький и легкий, его легко взять с собой и положить куда угодно. Можно даже в карман куртки, например. Да можно и в карман рубашки сунуть. Но самый большой его плюс в том, что при хороших оптических характеристиках и приятной картинке его цена просто ничтожна. Особенно если вы собираетесь брать его на вторичке, там вообще такие микроскопические цены, что просто смешно. Так что я считаю, что этот объектив для системы микро 4 третьих must have.